Всем доброе утро. 21 июня, понедельник. Начинается новая неделя. И я так понимаю, у меня уже непредсказуемо, рукодельная или рукоблудная. Что у меня в планах на эту неделю? Только волки. Только волки, только черный, только хардкор. На улице ветер прохладный, хотя солнышко есть. И знаете, тут наверху холоднее гораздо, чем внизу. Я прям выхожу в шерстяных носках, в шерстяном свитере, спускаюсь вниз, а там жара. Здесь при этом я мерзну во всем этом одеянии. Не уронить бы сейчас телефон вон туда вниз. Время 8 утра. Я сегодня проснулась в 5. Я вообще, в принципе, так немножко подстудилась, подмерзла. Ну, как немножко. Немножко я, видимо, подмерзла, потому что я температуре несколько дней по ночам, мне нехорошо. Я плохо сплю, просыпаюсь в 5 утра. Потом ложусь спать днем, меня прям рубит. И за это время я опять температуру. В общем, какая-то такая ситуация неприкольная. Это хочется свалить все это на погоду, а не на корону. Но мне кажется, при любом чихе сейчас любой человек сразу начинает бояться, что это корона. Ужасная какая-то ситуация, кстати, с этой гадостью происходит. Я читаю новости, у меня волосы дыбом встают. В Турции тишина по этому поводу. А вот про Россию очень много. И про Москву, и про Питер, и новый индийский штамм появился. И в Индии корона мутировала, и старая корона, не мутированная, еще индийская, приплыла в Москву каким-то образом. И знаете что? Болеют люди, которые уже болели короной, и которые после этого прививались, и все равно болеют короной. Поэтому большой-большой вопрос у меня в голове все еще. Зачем обязывать людей прививаться, если ваша прививка не работает? Собираются увольнять с работы, собираются штрафовать на бешеные деньги организации, у которых работники не привиты. Но при этом плачевная ситуация, и как-то вот не сходятся пазлики у меня в голове. Ладно, пойду, не буду тут философствовать на темы, которые мне не подвластны. Пойду лучше повышиваю, займусь нормальным женским делом. А руководство там само пускай разбирается уже с тем, что оно где намутило. Кстати, завтра открываются перелеты официально. И нифига я не знаю, скорее всего, никуда я не лечу. Мне бы к доктору попасть сначала. А теперь еще и прививку в обязательном порядке надо делать. Вроде спутник завезли в Турцию, но это не точно, пока непонятно. Но привиться я здесь могу совершенно спокойно, бесплатно. Найти бы только где. Ну все, пошла. Смотрите, что у нас появилось. Наконец-то появились часы. Я, наверное, замучила всех вопросом, сколько сейчас время. Теперь я буду знать всегда, сколько время. Это эмблема Бешикташ, футбольная команда, за которую мы болеем. Многие уже знают, кто в Дискорде с нами болел, переживал. Симпатично выглядит, мне нравится, как они смотрятся. Были такие же черные и такие же красные. Белые мы решили взять, потому что на черной стене нужен контраст. Так, ну я зафиксирую, сколько у меня сейчас выложено кораблика перед самым стримом. Эфир начнется через 20 секунд. Посмотрим, сколько мне удастся выложить за эфир. Ну что ж, я не знаю, зачем я фиксировала, сколько алмазки у меня выложено, потому что на стриме мы не выложили ни одной стразинки. Я не знаю, как мне продвигать алмазку, если честно, она просто не вписывается по времени. Я собираюсь сейчас опять заняться изучением языка, и это означает, что у меня останется еще меньше времени. В общем, ну, когда не складушки, то это вот так вот. Надеялась, что хоть немножко выложу. Ну, может быть, я сегодня, кстати, посижу, повыкладываю. Посмотрим. Потому что на вышивку у меня пока что-то не очень тянет с черным цветом. Наверное, да. Наверное, я сегодня повыкладываю все-таки алмазку. У нас сегодня вторник. И погода очень даже неплохая. Спасибо огромное всем за то, что поделились на эфире теплом. Тепло пришло. Будет сегодня, я так чувствую, жарко. Солнышко светит уже с утра. Время 8.
Надеюсь, что я тут не буду опять мерзнуть, как я мерзла. Ну и надеюсь, что у вас жара немножечко спадет и будет попрохладнее, потому что это мучительно, больше 30 градусов, конечно же. Для здоровья-то такие перепады вообще не полезны ни разу. И еще обо мне мой друг-продавец рассказал тут девушке. Девушка русская. И дал ей мои контакты. Она может выйти со мной на связь. А еще я нашла курсы и займусь все-таки изучением языка, поэтому на рукоделие у меня останется еще меньше времени. Хотя я знаю так, что когда мне не хватает времени, я начинаю на что-то подзабивать. Я могу подзабить на уборку, я могу подзабить на вышивку. В общем, как пойдет, как пойдет. Чаще я занимаюсь каким-то делом по желанию. И если мне совсем не хочется что-то делать, то я на это и подзабиваю. Здесь, мне кажется, пострадает уборка. Я просто не буду это делать так часто и так тщательно. Но посмотрим, как с курсами сложится. Пока непонятно. И еще я должна вписать алмазку каким-то образом, чтобы она все-таки продвигалась, потому что на эфирах выкладывать что-то не очень получается. Должна выложить хотя бы кусок минимальный, который у нас должен был выложиться вчера на эфире. Но ни одной стразинки так и не выложилось. Надежда на четверг, что у нас будет не такой большой показ, и я смогу что-то продвинуть в алмазке. Но сегодня я обязательно посижу и выложу хотя бы кусочек. Вот такие вот у меня планы на сегодня. Черный шить вообще не хочу, лошадь даже доставать не хочется. Не знаю, что произошло, девчонки, меня как-то переломало с вышивкой. Может быть, новый процесс, который я начала, неудачный. Плюс черный цвет в волках тоже не очень удачный. И все вместе как-то наложилось, и все. Нет у меня такой тяги и желания сейчас продолжать эти процессы. Отвлекаюсь на все что угодно, лишь бы только не вышивать. Кто знает, как вернуть переломанное состояние. Я знаю еще человечка, у которого тоже такое состояние, но этот человечек уже взял себя в руки и уже пытается там как-то выкарабкиваться. Леночка, тебе привет. Ты большая молодец. Научи меня теперь, как меня вернуть. Давай меня туда же вернем, пожалуйста. Вы только посмотрите, какая красота. Куча народу в бассейне. Плавают, загорают. Второй бассейн дальний закрыт на профилактические очистительные меры, поэтому огромное количество людей сейчас концентрировано здесь, в этом бассейне. Обычно здесь народу поменьше, там побольше. Я ничего не сделала, время уже... Так, азана еще не было, значит, около часа. В общем, что я делала-то, собственно? Я ходила погулять, и ходила вокруг всей этой территории. Немножко на солнышке побыла, подставляла мордочку под солнце, потому что вы все говорите, что я загорела, и вам очень нравится мой загар. Но если вы посмотрите свежую фотку в Инстаграм, я абсолютно не загорела, просто камера подстраивает из-за недостатка освещения, подстраивает свой контраст, и получается, как будто бы я загорелая. На самом деле нет. Ну, когда у меня появляется возможность походить по солнышку, побыть на солнышке, я, конечно же, подставляю моську под солнце всегда, потому что мне очень хочется впитать это солнце в себя, я по солнцу скучаю. И в России дико скучала по солнцу, там вообще его не хватало. Вот это, мне кажется, единственное, чего я не добрала еще из Турции. Я не добрала солнышко. Очень классная сегодня погода, не жарко. Не жарко и не холодно, прям вот классно. Когда на солнышке припекает слегка, но при этом прохладный ветерок обдувает. Очень здорово. Но я вернулась домой, потому что домашние дела никто не отменял. И тем более я планов себе понапридумывала, но до сих пор так ничего и не сделала. И как бы себя заставить вообще не хочется. Ну не хочется. Хочется идти гулять, не хочется оттуда уходить. Я бы там на площадке, на лавочке бы посидела под солнышком, позагорала бы. Ну ладно.
Непонятно, откуда столько народа. Ладно, дети, допустим, не учатся. Или не учатся. Не учатся или не учатся. Ну ладно, мамочки, да, с детьми сидят дома. Но количество неработающих мужчин меня просто поразило. Чем занимаются эти мужчины? Что они могут себе позволить загорать во вторник днем? Не знаю, не знаю. Это немножко странно. Ну что, пойти поалмазить под какой-нибудь сериальчик? Часок можно будет посидеть, я думаю, повыкладывать алмазку. А потом сменить род деятельности на вышивку. Я, кстати, с утра, вот говорю, я ничего не сделала вообще, да? Но я же убралась. Была грандиозная стирка, грандиозная уборка, грандиозная глажка. Я все это успела сделать с утра. Так что, когда я говорю, что я ничего не делаю, скорее всего, я ничего не делаю интересного, чтобы мне хотелось бы вам рассказать и показать. А на самом деле куча дел, на которые, кстати, я почему-то не забила. Вот рассказывала, что я подзабью, скорее всего, на уборку. Нет, я подзабила, скорее всего, на рукоделие. Вот как это происходит, как это работает, я не знаю. Но пока у меня не лежит что-то, ни душа, ни желания нет рукодельничать. И хочется сидеть на балконе и наблюдать, как народ плескается в бассейне. Я не рискнула бы туда зайти даже, не рискнула бы полезть в бассейн. У меня нет купальника, между прочим. Мне одной вообще стрёмно, если что. Так что такие вот дела. Ну, я это сделала. Правда, не часик посидела, а 1,5 часа и выложила ровно тот кусочек, который я открывала во время стрима. Это вот такой вот прямоугольничек. Я его весь выложила. Так что могу с собой гордиться. Хоть что-то двинула. Выложила здесь солнышко, видите? Кстати, белые стразики все закончились в этой работе. Больше их не будет белых. Вот так вот. Скоро кораблик. Совсем уже близко. Уже даже один парус выложился. Вот так. Наконец-то хоть что-то двинуло. Ну что, есть еще шанс черный повышивать. Попробую еще сегодня этим позаниматься. Так, ну что, я посидела, повышивала. У меня здесь прибавилось 3 горизонтальных ряда. Но сегодня я вышила только 2. Но я не отмечала предыдущий ряд. И у меня в сумме получается 240 крестиков, 3 вот этих вот горизонтальных ряда. Я вышила 1,5, если... Ну, у меня второй ряд был полукрестиками в одну сторону, то есть я дошила полукрестики в обратную и вышила еще один ряд. То это получается 120 полных крестиков. Короче, ни о чем я вышила, ни о чем. Ну вот, на сегодня все, отвышивалась, пойду готовить что-нибудь кушать. Я проголодалась, время 3:30, и у меня есть еще возможность, кстати, повышивать чуть попозже, наверное, сесть. Но я что-то не могу, мне немножко не то настроение, состояние. Хочу немножко позалипать в игру. Вот. Пойду лучше поиграю и поем. Поприготовлю поесть, поем и поиграю. Вот. Привет, фанточки! Сегодня среда, время уже 11:30, а я все еще ничего не сделала и даже забыла снять приветствие по среде. Дело в том, что я записываю сейчас для вас видео, и планов у меня нет. Я понимаю, что с этим видео и с монтажом у меня уйдет очень много времени. И я не буду заниматься ничем рукодельным сегодня, мне кажется. Но на самом деле эти муки монтажа, они надолго не затягиваются. Просто через пару часов настолько замыливается взгляд, ты уже не понимаешь, что здесь нужно монтировать, и ты однозначно выключаешь все видосы. И единственное, что остается делать, это переключаться на что-то другое. Я все еще планирую, что у меня черный шьется, но он шьется у меня где-то в подсознании, а по факту нет. Сегодня я монтирую видос и даже не уверена, что я вообще сяду за вышивку, но я постараюсь изо всех сил.
Боюсь, что, скорее всего, я пойду в ферму поиграть, потому что мне нужна будет полная разрядка, полное очищение моего мозга, разума. И я не захочу никакой работы, которая напрягает. Хочется на расслабоне сегодня побыть. А еще завтра у нас четверг, и я планировала повыкладывать алмазку, и меня очень радует, что я нашла время в обычный день, вне стримов, выложить кусочек, который открывала на прошлом эфире. Но так ни одной стразины не выложила, и очень надеюсь, что завтра мы что-нибудь повыкладываем, но я взяла себе за правило. Мне хотелось бы, конечно, чтобы это вошло в привычку хорошую такую. Если я на эфире не выкладываю определенный участок алмазки, то я хотела бы выкладывать этот участок вне эфира, ну, возможно, на следующий день. Я попробую это внедрить в привычку и поступать так все время. Погода у нас сегодня замечательная. В Стамбуле наконец-то пришла жара, лето. Люди купаются в бассейне, а я сижу, монтирую видео. Но мне купаться пока нельзя. Не светит в ближайшее время, а завидовать здесь людям я не хочу. Вы знаете, я начала завидовать людям. Это ужасно. Я всегда боялась этого состояния, ощущения. Завидовать очень плохо. И мне не нравились люди, которые мне завидуют. И я не допускала мысли, что я могу кому-то завидовать. И вот здесь, находясь в Турции, меня начало накрывать это ощущение. Мне оно жутко не нравится, и я пытаюсь от него избавиться. Это такая негативная черта, которая не приведет ни к чему хорошему. Я завидую людям, которые купаются. Я завидую людям, что они счастливы. Я им завидую, что они семьями отдыхают, а у меня такой возможности нет. Это плохо, это очень плохо. Возможно, это происходит, потому что у меня нет работы. Когда я работала, у меня не было свободного времени на всю эту чепуху. А сейчас у меня много свободного времени, точнее, свободного интеллектуального времени, потому что мозг не занят постоянными какими-то процессами, решениями задач, поставленных руководством или вообще работой. И из-за этого мозг свободен, то есть параллельно, пока ты делаешь что-то руками, мозг продолжает работать, но никакой серьезной задачи перед ним не поставлено, и все, что он может придумать, это завидовать людям, сравнивать свою жизнь с жизнью других людей и обижаться. Это ужасное состояние, я максимально пытаюсь от него избавиться, серьезно, я прям никогда в жизни никому не завидовала, понимая, что у каждого свои прелести и плюсы, и свои минусы. И мне очень не нравились люди, которые мне завидуют, потому что я считала, что мне завидовать не в чем. Жизнь у меня не из легких была всегда. И вот, легкая жизнь и зависть. Что? Серьезно? Простите меня, пожалуйста, я буду с этим демоном бороться изо всех сил. Это самое ужасное, что вообще может человек о себе позволить, это завидовать жизни других. Мне предстоит огромная, колоссальная психологическая работа с самой собой. Так что и монтировать видео, и монтаж, Все. Вот такие вот планы. Поэтому, наверное, я вам не покажу сегодня какие-то продвижения по Волчику, потому что видео смонтировать для меня гораздо важнее, чем отжить крестики черные на черном. Надеюсь, вы из-за этого не обидитесь. Показать вам солнышко? Показать. Вот такое вот здесь солнце. Очень жарко, кстати, уже сейчас. Уже сейчас утро, очень жарко. Народ в бассейне, им классно, им там должно быть здорово. Я постирала. А на небе облачко. Где тучи с грозой? Я же постирала. Кукусики. Погода. Ты где? Вчера забыла полить Анатолия. Вечером вспомнила, точнее не напомнили, я его полила, но земля уже опять сухая, надо его снова поливать.
Оттащу-ка я его сейчас под душик поплавать. Обрызгаю, так сказать. А лука в этом году мы уже не поедим, по всей видимости. Ну да и бог с ним. Да, кстати, Ириша написала прикольный комментарий к предыдущему видео про вот эти лежаки. Вижу, говорит, бобинки. Ира, теперь я все время вижу, блин, бобинки. Потому что ты так написала. Я не задумывалась, что они похожи на бобинки, а теперь да, теперь да. На эти бобинки наматываются люди. А вот еще что, я не ходила сегодня погулять, я каждое утро стараюсь выходить и прогуливаться теперь вот по этому периметру и под солнышком. Мордочки дать загореть немножко. В маске, кстати, это очень смешно будет выглядеть, если у меня полморды загорит, а половина будет белая из-за маски. И на улице никто не заметит, потому что маска и маска. А вот без маски это будет, наверное, выглядеть шедеврально. Но я хочу, чтобы мордочка немножко реально подзагорела. Может быть, сейчас сходить? Ладно, фиг с ним с монтажом. 10 минут погоды не сделают. Обойти вот этот весь участочек, 15 минут максимум. Медленным шагом. Так, прогуляться. С другой стороны, сейчас на солнце нагреюсь, домой вернусь и придется лезть в душ, потому что жара. И дома прохладно, пока сидишь. А если нагреваешься на солнце, домой приходишь, не так быстро охлаждаешься, как мерзнешь. Ну, кто-то уезжает с чемоданчиком. Вы куда? Вы куда? Куда это вы собрались? Красота, да? Я знаю, что многие хотели бы сейчас оказаться здесь и поплавать в бассейне, но поверьте, у меня нет возможности, я нахожусь здесь, у меня нет возможности поплавать в бассейне. Для этого нужен специальный пропуск. Сделать его, конечно, слегка проблематично, и заморочиться этим должна не я. А если бы я могла это сделать, я бы давно уже сделала, но это зависит не от меня, поэтому сделать я ничего не могу. Могу только вот смотреть и завидовать. Вернулись опять с чего начинали. Ай, ну да ладно, ну да ладно. Сегодня среда, завтра четверг. Может быть, прогуляться завтра на рынок? В жаркую погоду. Давно я не ходила, кстати. И, наверное, даже подняться уже с первого раза-то на гору не смогу. Задохнусь, скорее всего. Так хоть тренировки были раз в неделю, а так теперь ни тренировок, ни ходьбы, ничего. Засела дома, начала жрать шоколадки, поправилась еще на несколько килограмм. Девочки, еще полгода в таком режиме, и я не выйду в дверь. И я останусь жить тут навсегда, потому что тупо не смогу выйти в дверь в самолет. Меня не пустят, потому что самолет под моим весом упадет к чертовой матери. И выхода не останется. Да и в бассейн меня, наверное, не пустят. Я туда только залезу, а вода как выйдет из берегов такая и затопит всю территорию. Кстати, о территории. Здесь косят траву регулярно, прям газончики косят. Здесь опрыскиватели автоматически поливают газоны, они поэтому такие яркие, зеленые, свежачок. И постоянно доносится запах скошенной травы вместе с запахом воды от бассейнов. Нереально классно дышится здесь, просто потрясно. Хотя говорят, что в Стамбуле примерно так же, как и в Москве, но нет, я была в Москве, и в Стамбуле дышится гораздо легче. Здесь морской воздух, и в нашем оазисе, в зеленом, здесь прям очень круто. Хотя загазованность, конечно, присутствует, это видно по горизонту, серое небо, хотя на самом деле оно голубое-голубое. Это не тучки, это загазованность из-за количества автомобилей огромного, и как будто бы все в дымке, такое в тумане, это газики. Это газики. Все, короче, сейчас я вам наболтаю, пойду прогуляюсь лучше. И постирала она белье. И наслала на великое проклятие на солнечную страну. Громыхает гром, солнце пропало, налетели тучи и, блин, девочки. Громыхает гром. Ибо нефиг. Ну, душно, кстати, очень душно. Несмотря на то, что солнца нет.
духотиша. Мне кажется, ливанет дождь-то все-таки. И не знаю, я в этом виновата или не я. Но если еще и похолодает, блин, то... О, это ужасно будет. Это будет ужасно. А что там у нас внизу? Я к соседям подглядываю вниз. Ага. Короче, ну вы поняли. Проклятие Стамбульской Каролины. Интересно, сложит кто-нибудь не легенду лет через 20 о том, как я сюда приехала и вызывала дожди? Я не знаю, это совпадение или не совпадение. Вот вы верите, что это просто совпадение? Или вы верите, что дождь вызываю здесь я? Доброе утро. Четверга. Не помню, какое сегодня июня. Кажется, 23, но это не точно. Солнышко светит. Пока еще не так сильно греет. Прохладно, хорошо. С утра. И, простите, я понимаю, что у вас сейчас там жара, и вы мечтаете о какой-нибудь хоть малейшей прохладе. Девчонки, держитесь. Я смотрела прогноз. И у вас там через несколько денечков уже жара пойдет на спад. Немножко еще продержаться. Что спасает? Спасает холодный душ, полотенца, намоченные в холодной воде, вентиляторы, естественно. Ну и я еще охлаждала в свое время помещение. Я замораживала бутылки с водой, оборачивала их полотенчиками мокрыми и раскладывала вокруг рядышком, и немножечко тоже становилось прохладнее. Может, ну, прям на себя класть и сидеть я, наверное, не посоветую, потому что можно застудить какие-нибудь части тела. Но вот рядышком, если положить, то немножечко облегчит вам жару. Такой вот советик. Хотя, когда выйдет видео, наверное, у вас уже будет не так жарко. Мы давно не тусовались с вами здесь ночью. Я очень хотела снять видео, кстати, именно ночью с балкона. Но не вид бассейнов, а видеоболталку в ночи. Но я не уверена, что моих ламп хватит, чтобы осветить мой фейс вот здесь. Скорее всего, не хватит. Очень мало мощности. Нереально красиво, правда? Лето, классно. Вспоминаю вид в Москве. Там из окна были деревья и собачьи какашки. А еще дорога с машинами. Блин. И там поляна, на которой я гуляла со своими собаками, которых уже со мной нет. Так, ну все. Я ничего не делала ровным счетом. Просто ничего. Хорошо, что в субботу у нас состоялся все-таки эфир. Но никаких продвижений в вышивке у меня не случилось. И в Алмазке у меня совсем капелюшечка какая-то продвинулась. В общем, я ничего не снимала. Девочки, мы ходили гуляли. Было очень жарко, кстати. И да, и сегодня, скорее всего, будет жарко. В Стамбуле наступила турецкая жара. Мы ходили гуляли. Я пробовала новые блюда, но я не снимала ничего. У меня как-то на житейские какие-то мои события рука за камерой не тянется, а рукоделие мое просто аккуратненько лежит в полочке, в шкафчике. Не знаю, я не знаю, получится ли у меня на следующей неделе взять себя в руки. Девочки, но единственное, что вообще двигает хоть как-то вышивать, это 15 число. Стартовали все вместе. А вот кто-то шьет, а кто-то не шьет. Но мне совершенно не шьется, девочки, сейчас. Не творится, не вытворяется. Заставлять я себя не хочу, если честно. И вам не советую через силу. Через силу можно только вызвать отвращение к этому делу. Оно перестанет быть любимым и интересным. Я очень надеюсь, что в скором времени все разрешится. Я смогу вернуться к своим любимым занятиям. Но сейчас это вот так вот. Поэтому
короткая неделька. Не уверена, что выйдет на следующей неделе опять видео про недельку. Ну, а вы там не грустите, берегите себя, я вас обнимаю и пока-пока.